Сейчас все поклонники афганов меня закидают тапками, но я выскажу свое мнение. Синдром выгорания мне не понравился. Он мне не зашел от слова вообще. И в принципе это нормально. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то слушает шансон, а кому-то нравится рок. Кто-то фанатеет от пунпувинов, а лично мне нравятся инвары. Вот такие здесь. Кому-то понравился синдром выгорания, а мне, увы, ах. Недавно общалась с девушкой, которая мне сказала, что драма «К моему берегу» ей была неинтересной и скучной. И у меня так мысль, как «К моему берегу» скучная драма? Вы что, люди? Это одна из самых лучших драм, что я смотрела за последнее время. А потом поняла, что нет ничего плохого в том, что тебе «К моему берегу» не понравилось, а мне понравилось. Зато нам обеим понравился старый героин. Какие плюсы у меня здесь были? Во-первых, это Ган. Его игра великолепна. Это диво дивное. Я им любовалась весь Лакорн. Он потрясающий. Второе, это Дью. Я с ним до этого Лакорна никогда прежде не сталкивалась. А если и сталкивалась, то, наверное, просто не обратила на него внимания. Самая сильная сцена, вообще в Лакорне мне, наверное, показалась, с его участием, это когда он помогал Марину пройти прослушивание. Вот здесь он был крут. Он сыграл великолепно. Это настолько было сильно для меня. Ну и в принципе Дью, красавчику хоть куда, понравился здесь Эйджей. Наконец-то у него серьезная роль, а не роль дурачка, как обычно. И вот сыграл, молодец, вот, просто великолепно. Вот таких ролей и надо ему дальше придерживаться. Была классная шутка, флирт, или как обозвать это, не знаю, когда Пхим вместе с Джирой пошли на выставку. И Пхим так, ну, давай принесу сумку. Этот дает ему так, а рука у тебя тяжелая, можно мне ее понести? Вот так вот интересно вот пофлиртовали друг с дружком, да, позаигрывали. Это напомнило мне шутку, так сказать, из моего детства, когда мы с сестрой идем. И я говорю, давай я понесу сумку. Она младше меня намного. Вот. Нет, меня лучше понеси. Не говорю, я давай сумку понесу. Так не переживай, вместе с сумкой понесешь. Прикольный момент был, конечно, вот это. И понравилось то, что, несмотря на то, что Ко за последний год вроде как и не виделся с Джирой, но тем не менее он к нему тайком приходил целых 277 раз. Спрашивается, а ты Джира считал, наверное, или как? Откуда ты знаешь, что 277 раз? На этом все плюсы для меня закончились. Что же мне не понравилось? Мне не понравился Офф. Меня он, простите, не впечатлил. Он сыграл обычно. Да, он сыграл эгоиста, у которого на первом месте «я хочу», который наплевал на чувства там, других людей, так сказать, и встретились эмпат с эмпатом. Было ощущение, что продюсеры задумались над вопросом, как же сократить бюджет, на чем же можно сэкономить. И пришли к выводу, что как вариант можно сократить на гардеробе Оффа, потому что он весь Лакорн проходил в одной майке и трусах. И смотришь на него и думаешь, боже, бедненький, ну какой он худенький. Приклинул момент, когда он достал розу из тубуса. Видимо, чтобы никто не увидел и не подумал, что у него там какие-то даже чувства имеются, что он не такой ледышка, как показывает себя. Не понравились картины. Вернее, как они понравились, они неплохие, но я имею в виду, что они слишком откровенны. Понятное дело, что Бель позиционирует просмотр людям старше 18 лет, но в реале то и подростки смотрят же Лакорны. Наверное, нужно было учесть вот данный фактор, но это сугубо мое мнение. Так я ничего не имею против подобного искусства. Можно сказать, оно не трогает меня, я не трогаю его. Единственный вот вопрос меня вот интересовал. Вот весь Лакорн посмотрела и каждый раз задавалась им. Если вспомнить «Титаник», то там Джек тоже рисовал Роуз, да, в обнаженном виде, показано было красиво, но на самом деле рисовал, и руки были показаны режиссера Джеймса Кэмерона. Так и тут вот, когда Ган рисовал, это он сам рисовал, это его картину, либо это руки того же самого, может быть, режиссера, или это другой актер рисовал, его сняли, или же это руки настоящего художника. Вот этот момент очень заинтересовал, я бы сказала так. И ввиду того, что мы с искусством друг к другу одинаково относимся, поэтому, когда Ган, так сказать, создал рубашку в вине для Пхима, у меня была реакция, как у Эйджея. Что за херня? Простите, но я бы такое не делала. Я, видимо, не эстет. Может, кто-то и нашел для себя в этом Лакорне великий смысл, но лично для меня это было ни о чем. Не я с их участием, с участием этих афганов, это был шедевр. Я пересматривала неоднократно. И даже теория любви мне на ура зашла. Но синдром выгорания вообще никак.
Вот вообще никак. Но за критику меня не надо сильно ругаться. Возможно, мы в другой точке зрения с вами совпадем. Как время покажет.